Она сводила с ума поэтов, художников, чекистов и даже самого Маяковского. Скандалы, романы, измены и литературные легенды — ее жизнь стала мифом, в котором правда и вымысел переплетаются неразрывно. Ее назвали в честь Лили Шенеман, симпатии великого Гёте, о которой поэт незадолго до кончины сказал, что она была первой, а может быть и последней женщиной, которую он глубоко и искренне любил. Вряд ли имя сыграло свою роль в том, что она тоже стала непреодолимой страстью большого поэта. Но совпадение настораживает. Впрочем, кто только в нее не влюблялся. В более почтенном возрасте она шутила, что, страдая бессонницей, считала вместо барашков своих любовников и без труда засыпала, ни разу не дойдя до конца списка. Со времен гимназии она постоянно оказывалась в центре внимания самых разных мужчин, вплоть до Федора Шаляпина и Григория Распутина. С ними, правда, ни до чего серьезного не дошло, но было и множество других. Модный режиссер, талантливый художник, блестящий офицер, угрожавший застрелиться, если ему откажут в поцелуе, ее собственный дядя, собиравшийся немедленно на ней жениться, учитель музыки, с которым она доигралась до беременности, аборта и такого необычного в те времена дела, как операция по восстановлению девственности. В общем, страсти кипели, и то, что еще в 13 лет она встретила 17-летнего бывшего гимназиста, исключенного из гимназии за политику, показалось ей вещью, не стоящей внимания. Прошло какое-то время, и он снова нашел ее, чтобы предложить руку и сердце. Она, конечно, отказала. В ее жизни тогда хватало других страстей. Но он был настойчив и, несколько позже, закончив юрфак, смог привлечь ее внимание. Его родители, будучи наслышаны о специфической репутации избранницы их дитяти, поначалу запаниковали, но счастливый жених уверил их в том, что это только слухи. Чтобы их успокоить, она отказалась от бриллиантового ожерелья на свадьбу, объяснив, что ей вполне устроит рояль. 11 марта 1912 года они сочетались законным браком, и она приняла фамилию мужа — Осипа Максимовича Брика. Теперь ее зовут Лиля Брик. Поначалу все идет вполне обычным путем. Молодой супруг активно работает в бизнесе своего отца, ездит по делам в Среднюю Азию. Они даже собираются туда переехать. Отрегулировала ли молодая жена свой неуемный темперамент? А зачем? Муж не против. Сохранился рассказ о том, как Лиля, поругавшись с мужем, подцепила какого-то офицера и тут же изменила ему в отдельном кабинете ресторана. На вопрос жены: «Что мне теперь делать?» Осип Максимович спокойно ответил: «Прежде всего принять ванну». Неудивительно, что всего через 2 года после свадьбы Лиля писала в дневнике о муже: «Мы с ним физически как-то расползлись». Позже она говорила, что плотские отношения с мужем она прекратила. Чаще всего назывался 1915 год, иногда другая дата, по настроению. Прочие элементы супружества при этом не пострадали. Они по-прежнему жили в одной квартире, имели сходные интересы, активно вращались в кругах тогдашней богемы. Все изменилось в один день, когда ее сестра Эльза наконец-то привела к Брикам своего ухажера, начинающего поэта Владимира Маяковского. Лиля уже его видела. Он запомнился ей как высокий, лохматый, грубый, с плохими зубами и ужасно одетый. Но в этот день все было по-другому. Он начал читать только что законченную поэму «Облако в штанах». «Дочитал?» — спросил у Лили. «Можно посвятить вам?» И тут же написал в углу рукописи: «Лиле Юрьевне Брик». Это было как подпись под контрактом, которым автор поэмы передавал адресату посвящения свою душу, как выяснилось, на всю свою жизнь. А Брик пришел от поэмы в такой восторг, что издал ее за свой счет. И с этого поступка начал свою деятельность как менеджер Маяковского, кстати, весьма грамотный и успешный. Вскоре Маяковский переехал к Брикам, семья разрослась. Жили они без ссор. Все, что происходило, их всех устраивало.
Правда, уже на склоне лет Лиля рассказывала Андрею Вознесенскому: «Я любила заниматься любовью с Осей. Мы тогда запирали Володю на кухне. Он рвался, хотел к нам, царапался в дверь и плакал. Ну и что с того? Если это неправда, то ничего страшного». Ну, подшутила Лиля над наивным поэтом. А если правда, значит, Маяковский просто был не против. Может быть, ему подобное даже нравилось. Это не говоря о том, что его личную жизнь Лиля никак не стесняла, была в курсе его многочисленных увлечений. А если и вмешивалась, то искусно, эффективно и практически незаметно. Революцию семья встретила весьма позитивно. Для нее открылась масса новых возможностей. Осип Брик, имеющий юридическое образование, получил работу в такой опоре правопорядка, как ЧК. Несмотря на скромную должность юрисконсульта, он любил удивлять гостей рассказами об увиденном на работе, иногда совершенно жуткими. Кто-то, возможно, Сергей Есенин, даже сочинил едкую эпиграмму. Вы думаете, здесь живет Брик, исследователь языка? Не думайте. Здесь живет шпик, исследователь из ЧК. Впрочем, с ответственной должности Брика достаточно быстро выгнали, скорее всего, за то, что по ленности запустил порученные ему дела. В архивах этой конторы нашли удостоверение не только Осипа, но и Лили, может быть, для того, чтобы получить выездную визу, но, может быть, здесь что-то иное. Кроме того, Осип стал теоретиком и организатором ряда советских литературных объединений, в том числе таких известных, как «Апояс» и «Лев». Ну а о работе Маяковского в «Окнах роста» все знают и так. За дверью, на которой теперь висела табличка «Брики, Маяковский». Собирались интересные литературные компании. Впрочем, не только литераторы были в них допущены. Практически своим в доме был зам начальника секретного отдела ГПУ Яков Агранов. Часто его навещали начальник особого бюро при НКВД Валерий Горожанин, зам начальника иностранного отдела ГПУ Михаил Горб. Пастернак позже говорил: квартира Бриков была в сущности отделением московской милиции. Богема, гостившая у Бриков, прекрасно знала, с кем они сидят за одним столом, и это им скорее нравилось. Много позже, уже после смерти Сталина, в одной компании зашел разговор о чекистских зверствах. Выслушав очередную ужасную историю, Лиля воскликнула: «Боже мой, а ведь для нас чекисты были святые люди». Снисходительно относясь к увлечениям Маяковского, Лиля оставляла и себе право кем-нибудь увлечься. Чем она хуже? Ее роман с партийным функционером Александром Краснощековым прервал его арест за финансовые злоупотребления. Лиля забрала к себе его дочь, носила ему передачи и говорила Маяковскому, что не может его бросить, пока он в тюрьме. А когда его амнистировали, ушла к режиссеру Льву Кулешову, поехала с ним отдыхать на Кавказ. А на обратном пути, в Харькове, Маяковский настиг их, подошел к ее вагону, она выбросила чемодан в окно и снова сбежала к нему. Был еще первый предсовнаркома Киргизии Юсуп Абдурахманов. Многие считают его самой загадочной фигурой из окружения Лили. Но от всех этих незаурядных мужчин Лиля возвращалась в свой дом. За дверь с табличкой «Брики Маяковский». Да и сам Осип Брик, когда в 1925 году развелся с ней и женился на Евгении Соколовой-Жемчужной, тоже не стал окончательно покидать их общую квартиру. Ну, женился, ну и что? На увлечение Владимира Лиля реагировала только в серьезных случаях. Когда Маяковский собрался жениться на студентке Наталье Брюханенко, она написала ему: «Володя, до меня доходят слухи, что ты серьезно решил жениться. Не делай этого, пожалуйста». И этого хватило. Когда во время поездки в США у него родилась дочка от эмигрантки Элли Джонс, Лиля встревожилась и попросила о помощи свою сестру Эльзу Триоле, которая давно уехала во Францию и в итоге вышла замуж за французского писателя-коммуниста Луи Арагона. Та включилась в семейные дела и познакомила Маяковского с красавицей-манекенщицей, тоже эмигранткой из России, Татьяной Яковлевой. Для Эльзы это тоже было нужно. В те времена она еще не получила Ганкурскую премию.
И материальная помощь от состоятельного поклонника сестры была для нее важна. Да и в семье Бриков-Маяковского главным источником денег были заработки поэта. Как раз в этот приезд Маяковского в Париж Лиля буквально забросала его просьбами привезти ей автомобильчик. Затрата и для Маяковского немаленькая. Но он справился, и Лиля стала, возможно, первой советской женщиной-водителем. Но слишком хорошо, тоже нехорошо. Маяковский настолько всерьез увлекся Татьяной Яковлевой, что начал посвящать ей стихи. А уж такое Лиля точно считала своей монополией. Немедленной свадьбе мешало в основном то, что Маяковский мечтал о приезде Татьяны в СССР, а она, будучи человеком трезвым, категорически этого не хотела. Но сестры боялись того, что Владимир или Татьяна передумают. Эльза написала из Парижа Лиле письмо о том, что у Татьяны появился новый жених, французский аристократ. А Лиля уж позаботилась о том, чтобы Маяковский тоже узнал об этом. В итоге он потерял надежду и прервал контакты с Татьяной, а она действительно вышла замуж за французского аристократа. Так что и эта угроза тройственной семье не реализовалась. Но Лиля, скорее всего, хотела перестраховаться. Уход Маяковского был бы финансовым крахом семьи Бриков, и она, очевидно, решила, что лучше будет, если у Маяковского появится еще одна несерьезная симпатия, которая поможет ему забыть Татьяну. Вскоре Осип Брик пригласил на бега среди прочих знакомых артистку МХАТа Веронику Полонскую. Маяковскому в это время, очевидно, нужен был кто-либо, кто поможет забыть Татьяну. И Полонская оказалась как нельзя кстати. Все думали, что будущее будет прекрасно. Вероника окунулась с головой в любовный омут. Маяковскому стало немного легче переносить разрыв с Татьяной. Лиле не казалось опасным чувство к какой-то молоденькой актрисочке. Супруг Вероники Михаил Яншин, будущая мегазвезда, вообще не придавал новому знакомому жены практически никакого значения. Зря они не подумали, что жизнь в такой свободной семье приводит к настолько непомерному расходу сил и нервов, из-за которого может произойти все, что угодно. И то, что совершенно не угодно, тоже. Когда Маяковский получил точные сведения о том, что Татьяна Яковлева вышла замуж, он начал требовать от Полонской, чтобы та оставила Яншина и вышла за него. Она, не отказывая ему в принципе, хотела как-то смягчить этот процесс, не торопиться, но он больше не хотел ждать ни секунды. 14 апреля он привез ее в свой кабинет, где они обычно встречались, и резко потребовал немедленно бросить и мужа, и театр. Он уже вел себя, как тяжело больной, с мощным поражением психики, не желая выслушивать никаких возражений. Она согласилась немедленно бросить мужа и переехать к нему, но честно сказала, что театр — ее жизнь, и бросить театр она не в состоянии. Выйдя из его комнаты, она практически сразу услышала выстрел. Времени написать завещание и прощальные письма у него не было. Значит, он написал их заранее и попытался использовать свой последний шанс изменить ситуацию. Да вот не получилось. После смерти Маяковского Лиля многое сделала для его творческого наследия. Именно она в 1935 году написала Сталину известное письмо, где сетовала на недооценку его творчества, и получила ответ, в котором Сталин назвал Маяковского лучшим и талантливейшим. Пастернак точно подметил, что после этого Маяковского стали насаждать, как картофель, при Екатерине. Издали собрание его сочинений, его стихи вошли в школьные программы, был создан музей Маяковского. А Лиля продолжала жить, как жила. Стала неофициальной женой героя гражданской войны Виталия Примакова. Говорят, что когда его расстреляли, Сталин сказал: «Не будем трогать жену Маяковского». И она осталась даже не арестованной. Потом вышла замуж за литературоведа Василия Катаняна, с которым благополучно дожила до 87 лет, в славе, достатке и благополучии. Как и Маяковский, она добровольно ушла из жизни, когда после перелома шейки бедра, который в те годы не лечился, не пожелала оставаться неподвижной. Она сама выбрала себе именно такую жизнь и получила практически все то, что хотела.
Многие ли смогут сказать о себе такое? Лиля Брик не раз ломала судьбы и вдохновляла на шедевры, сама выбирала себе мужчин и обстоятельства. И, возможно, именно поэтому осталась в истории не только как женщина рядом с Маяковским, но как отдельный и яркий миф Серебряного века. Женщина, которая всегда жила так, как хотела. Напишите в комментариях, чем Лиля Брик была для Маяковского, по вашему мнению. Не забудьте подписаться на канал. Мы любим удивлять интересными темами.